Продолжаю отвечать на вопросы, которые вы оставляли под видео, как получать желаемое. Ну, я вижу, что тема такая живая и много откликов, много интереса и много вопросов, поэтому будем разбирать. Напомню, видео есть на моем канале, вы его можете посмотреть, и я там говорила о том, что мы всегда получаем желаемое, да, и то, что есть у вас сейчас в жизни, да, то, что вы видите, в какой ситуации вы находитесь, это по сути и является, ну, то есть вы через это можете понимать свои истинные желания, сознательные, бессознательные. В связи с этим вот вопрос. То есть, если у меня маленькая зарплата, и у меня нет идей и возможности это изменить, а что мог сделать, уже сделал, то этого хочу осознанно, получается противоречие. Я хочу изменить ситуацию и делаю хоть что-то для этого, и в то же время хочу оставить все как есть. Смотрите, вы делаете, это хорошо, но есть состояние, и вот они первичны, и они очень сильнее влияют на реальность, чем действия. Вы описываете свои мысли, и давайте посмотрим, какие за ними могут стоять состояния. Ну, я буду строить гипотезы, понятно, в работе я бы у вас это спрашивала, да, если бы мы работали, но вот давайте так попробуем заочно. Вы пишете: у меня маленькая зарплата и нет идей и возможностей это изменить. Вот какое состояние за этим стоит? Ну, безысходности, да, вот маленькая зарплата и нет идей и возможности это изменить. Все, такой, да, тупик, безысходность, возможно, какая-то ярость из этого, да, возникает, что, ну, вот, знаете, когда вот мне плохо, а я не могу это изменить, да, вот такое еще состояние, то есть как ярость, бессилие, очень часто эти состояния ходят вместе, да, ярость и бессилие, это очень такие сложные состояния, такие с младенчества, да, они идут. Вот. Дальше вы пишете, что мог сделать, уже сделал. Какое состояние за этим, да, как будто бы, знаете, такой сизифов труд, вот вы катите этот камень в гору, и только это, а он откатывается, катите, откатывается, да, и вот уже такой, ну, как бы разочарование, руки опускаются, вот это фонит состояние, да, за вашими мыслями. И вы можете вот внутри из этих состояний вы можете делать очень правильные действия, вы можете все, ну, много работать, но ситуация не будет меняться. Знаете еще, о чем можно подумать? Какие были у вас состояния, когда вы пытались, делали какие-то попытки увеличить доход, найти новые источники дохода, и сейчас вы пишете, что вот вы уже в это не верите, но когда-то вы верили, да, и вот какое тогда было состояние? Вот это тоже важно знать, чтобы его не повторять. Когда я говорю про второй этап работы с состояниями, про моделирование, там есть очень важная вещь. Нельзя переключаться из, ну, состояния минус А условно в плюс А. Что я имею в виду? Вот, например, у вас состояние минус А, это я хуже всех, вот все зарабатывают, а я самый-самый там, не знаю, какой-то самый неуспешный, да, вот такое состояние. И вы моделируете новое состояние, и оно, вот я там супер самый успешный среди всех моих знакомых, да, то есть это перевертыш, вы из минуса перешли в плюс А. Психически это означает, что вы находитесь в том же комплексе, вы, ну, психически никуда не вышли, и вопрос времени, когда вы переключитесь обратно в минус А. То есть моделирование — это третья позиция, это выход за рамки вот этой существующей внутренней парадигмы или того комплекса, который вас захватывает. И часто бывает так, что вот, например, да, вы чувствуете, вот у меня там маленькая зарплата, нет денег, и вот связанные с этим состоянием, там унижение, какого-то бессилия, еще чего-то, да, и человек совершает попытки что-то изменить, и у него включается такая эйфория, ой, сейчас я стану там, вот, как, не знаю, проверну какое-то дело и стану вот супер-супер каким-то успешнее всех, ну, да, тут он чувствовал себя униженным, а тут как будто бы он сверху, да, ну, такая фантазия внутри, да, когда человек, например, планирует какой-то проект, и в его фантазиях вот сейчас все это получится, и вот я такой буду тут самый-самый, да, там, крутой, еще что-то. То есть, по сути, внутренне, да, если мы уходим от, ну, буквальных, да, фактов, внутренне человек переходит из состояния минус А в
плюс А, но он находится, еще раз, вот внутри своего комплекса. То есть это две стороны одной и той же медали. Правильное моделирование – это выход в третью позицию, да, во что-то новое. Следующий вопрос – это вопрос про то, что после этих шагов ожидается. Опять же, к видео вас отсылаю, там я давала 4-шаговую модель трансформации состояния, вот, и имеется в виду, что вот после этих шагов ожидается. У меня появятся новые идеи, я увижу новые возможности, или же мир мне их покажет. Это интересно, какая для вас разница между тем, чтобы увидеть возможности, и мир вам покажет. То есть это и, вот. Но это просто интересно вы сформулировали вопрос, и это тоже может нести какую-то информацию. Но на самом деле, да, вы правы. Ну, неважно, мир вам покажет или вы увидите, да, и покажет, и увидите. У вас появятся новые мысли о старой ситуации. Результатом работы с психологом является то, что у вас появляются новые мысли. Новые мысли создают новое состояние, вы видите другие возможности и так далее. Я очень подробно раскрывала этот механизм, у меня тоже на YouTube-канале есть где-то запись эфира, где я рассказывала про кейс моей клиентки, как она закрыла кредит на $1 000 000. Я там прямо вот на ее примере очень-очень подробно весь этот механизм показывала, поэтому посмотрите, если вам интересно. Еще один вопрос, как быть с крайними ситуациями, когда потерял работу из-за войны, попал на фронт, погиб, человек этого и хотел, получается? Ответ да, но хотел не буквально, да, а на уровне состояния. Еще раз, мы, когда говорим об этих вещах, мы должны помнить, что мы с вами одновременно живем в двух мирах. Да? Есть мир буквальный, где случаются ситуации буквальные. Попал на фронт, ушел на войну, потерял работу. То есть это буквальные ситуации. Это мир форм. А есть мир суть или мир психический, мир внутренний, ну, мир символический, как угодно. Там живут состояния, которые каким-то, для проживания которых мы создаем какие-то декорации. И в этом смысле у человека, да, было какое-то состояние. Например, когда он ушел на фронт и потерял работу, он как себя начал чувствовать, да? Ну, например, преданным каким-то, что вот его все предали, там, или какая-то обида у него, что вот у других не так, а он, ну, вот все потерял. Ну, в общем, есть какое-то состояние. И это состояние и создало эту внешнюю ситуацию. Оно могло создать другую внешнюю ситуацию, да? Ну, например, от человека ушла жена, да, и он точно так же чувствует себя преданным, что его предали. Да? То есть состояние тоже, внешние декорации другие. Это первый момент. Второй момент, я когда читала ваш вопрос, знаете, у меня такое было состояние, что как будто бы вы пытаетесь меня загнать в угол, да, что, ну, как бы, ну, а давай вот, а если вот такая ситуация, что ты скажешь, а вот если такая, а вот если такая, да, и я думаю, что вы так себя чувствуете, да, как будто бы, ну, может, вы другими словами это называете, да, но вот это состояние как будто бы загнан, как будто бы вас жизнь пытается загнать в угол, да, тем, что не дает зарплату, не дает эти там возможности какие-то, вы их не видите, да, то есть все такое состояние загнанности в угол, очень тяжелое состояние, и из этого состояния, да, когда вы слышите, что, ну, я, например, да, или кто-то другой из психологов говорит, что все возможно, вот у вас есть рычаги внутри управлять своим состоянием, которые меняют дальше реальность. В таком состоянии это вызывает ну, такую как ярость внутреннюю или ну, какой-то гнев, да, желание, как будто бы вы это принимаете так, что как обвинение, что вот я вам говорю, вы можете поменять, а вы стараетесь и не получается, да, и вот ну, вот здесь тоже важно не обвинять себя, ну, то есть не слышать мои слова как обвинение, а слышать мои слова как возможность, да, что, ну, на самом деле вы много делаете, вы много стараетесь, возможно, ну, я не знаю, да, вас лично, но я часто вижу это у клиентов, что действительно люди очень много делают, очень много, но еще раз, да, делать нужно, но это то, что вы делаете в буквальном мире, это то, что влияет на буквальную реальность, но есть еще символическая реальность, и вот если там не будет изменений, буквальная реальность тоже не подвинется или подвинется очень чуть-чуть. И в символическом внутреннем мире, психическом мире, там, энергетическом мире, как угодно его называйте, да, еще раз, все синонимы, там работают состояния. И пока не будет других состояний, ну, к сожалению, результата тоже не будет.